Нам не привыкать к войне. В конце концов, мы сражаемся столько, сколько себя помним. Война — единственное, что мы знаем. Я знаю, о чем ты думаешь. И это безумие. Оглянись вокруг. Может, живя во дворце, ты расслабился? Последние 15 лет мы сражались за выживание. Надо все изменить, Грейс. Начать революцию. Но этот бой не может продолжаться вечно. Нам грозит вымирание. Если только мы не покончим с этой заразой раз и навсегда. Мы надеялись, что сможем остановить эту орду, но они выжили и вернулись сильными, как никогда. Они пришли с силой, способной уничтожать целые города. Скоро нам будет нечего защищать. А значит, у нас есть только один выход. Атаковать. Мы придем туда, где они живут, где они плодятся, и уничтожим их. Сегодня мы исправим ход истории. Только один вопрос. Что, если ты промахнешься? Не промахнусь. Сегодня мы спасем наш вид от вымирания. Для кирпича он неплохо летает. Всем привет, с вами вновь Антон Логунов. Приближается 10 ноября, значит, стартует гонка Next Gen консолей следующего поколения. Мы уже распаковали Xbox Series X, познакомились, получили первое впечатление о PlayStation 5. Ну а сегодня настало время детального рассказа об Xbox Series X со всеми впечатлениями. И он будет разделен на несколько частей. Сначала мы поговорим об интерфейсе, потом о скорости загрузки и обратной совместимости. И сравним консоль с предыдущим поколением. Какова, в общем-то, разница? После этого поговорим о стартовой линейке, об играх, о том вообще, во что можно сейчас поиграть на Xbox Series X. Поэтому, закончив просмотр этого ролика, сразу переходите к следующему. И не забывайте ставить лайки. Больше лайков, больше желания делать новые видео, не спать ночами и тестировать консоли нового поколения и рассказывать вам все подробности, как приятные, так и нет. Погнали! Но для начала, для тех, кто не знает, что такое Xbox Series X, это самая мощная консоль нового поколения на данный момент. Нам еще предстоит протестировать PlayStation 5, но вот по характеристикам, по Raw Power выходит так, что вот у нас все-таки будет поколение, похожее на Xbox 360, PS3, то есть у Sony будут свои ноу-хау, но при этом такой Raw Power, тупая мощность, да, такая прямая, а у Xbox Series X будет больше, и, соответственно, проще разработчикам там, с ПК переносить свои игры на консоль. Это консоль на базе RDNA 2 архитектуры от AMD. Здесь кастомный 8-ядерный процессор Zen 2 на скорости 3,8 ГГц. Настоящий RDNA 2 GPU с 52 вычислительными блоками на тактовой частоте 1,8 ГГц. 7-нанометровый техпроцесс, 16 ГБ памяти GDDR6. Правда, только 10 ГБ из них работает на максимальной пропускной способности, на максимальной скорости в 560 гигабайт в секунду, а 6 гигабайт более медленной памятью с пропускной способностью 336 гигабайт в секунду. Но не это делает новое поколение консолей особенным, и Microsoft и Sony подошли по-умному к проектированию новых систем. Они проанализировали вообще существующие архитектуры и попытались, в общем-то, устранить все затыки в них. Поэтому главная фишка Xbox Series X — это так называемая Xbox Velocity Architecture.
Launcher — это их такой программно-аппаратный комплекс мер, направленный на то, чтобы устранить узкие горлышки вообще в системе и максимально выжать все соки из этой производительности. Краеугольным камнем в обоих случаях становится новый SSD кастомного дизайна на базе NVMe SSD диска, но со своим подходом к хранению и употреблению данных. В результате разработчики могут и гораздо быстрее разархивировать данные и быстрее получать к ним доступ и в несколько потоков, что уменьшает и размер игр, так и скорость загрузки, которая становится практически мгновенной. Как утверждается, Xbox Series X в 40 раз быстрее общаются с памятью консоли, чем Xbox One X. Можете себе представить. Ты знаешь, сколько стоит это снаряжение, сынок? В довершение ко всему эта штука снабжена 4К Blu-ray, HDMI 2.1 выходом, который поддерживает до 4К на 120 FPS, ну и в целом может в перспективе и 8К вам показать на 60 кадрах. Конечно, это не значит, что такая производительность будет во всех играх, далеко не так. Понятно, что это касается только каких-то старых игр, инди-игр, которые под это затачиваются, оптимизируются, каких-то киберспортивных историй. Но как факт, да, эта история, она возможна. Ну, на этом с базовой информацией все. Теперь расскажу, как эта штука работает. И да, подсказка Xbox Series X удивляет. Ну что, погнали! Так, и как видите, консоль вообще включается мгновенно. И к этому чувству, что все происходит мгновенно, это чувство, оно вызывает восторг. Самое интересное, что происходит после включения Xbox Series X, это то, что для ее настройки лучше всего подойдет ваш смартфон. Просто вбиваете в приложении компаньоне несколько цифр с экрана монитора, и вуаля, подгружается ваш аккаунт, если он у вас был. Если у вас его нету, то просто настраиваете новый с экрана телефона. Многие обзорщики, да, когда распаковывали Series X, такие начинали сравнивать с Apple, мол, смотрите, как все легко отрывается, распаковывается, как все продумано. Но вот у меня таких ассоциаций не возникло, а вот здесь невольно напрашиваются сравнения с iPhone, да, с тем, как ты переезжаешь с предыдущего на новый. Не было в моей практике более легко настраиваемой консоли. Вот просто забудьте все эти вбивания на геймпаде e-mail, паролей и всей вот этой боли. И больше ее нету. Бах, нажал, пользуйся. Ну и в приложении компаньоне можно еще с друзьями переписываться, смотреть там свои клипы, которые ты с игр наснимал, скриншоты. И всячески взаимодействовать с консолью. Есть даже стриминговая возможность. То есть стримить изображение с консоли в телефон. Для начала, для тех, кто пропустил первую часть, лучше ее посмотрите с распаковкой. Что мы выяснили? Выяснили то, что консоль выглядит очень симпатично, да, вписывается в любой интерьер. Но то, что стало уже, в общем-то, мемом, мне не понравилось держать вот этот, как многие уже его прозвали, персиковый геймпад. Почему? Потому что Microsoft сделали здесь сзади такое пупырчатое покрытие. Более того, нанесли его и на стики, которые, если у вас чувствительные руки, как у меня, вызывает такое ощущение, схожее с замшей, с тем, как вы трогаете персики. И, в общем-то, я, наверное, должен поделиться впечатлением, как я, в общем-то, живу с этим контроллером. На самом деле тяжело, правда тяжело. То есть, да, если ты берешь персик и тебя сначала вот так колбасит, ты можешь к этому привыкнуть. Здесь такая же история, ты вот хватаешь геймпад, первое время немножечко тебя это колбасит, потом привыкаешь, но проблема остается очень большая на курках, то есть они такие шершавые, и когда ты берешь геймпад на кончиках пальцев, чувствуешь дискомфорт, чувствуешь. Вот сколько дней я не сидел, не тыкал, все равно чувствуешь дискомфорт, не говоря о том, что для обычных людей, мне кажется, все равно плохая идея делать курки шершавыми. Просто я знаю, я достаточно спокойно играю в игры, но вот есть мои друзья, которые в Mortal Kombat ломают там геймпады, там трясут, вот вертят их в разные стороны, нажимают по 30 раз на курки, да, там и в фифу, и во все остальное. Ну, приготовьтесь к тому, что у вас будут красные пальцы. Я не считаю это большой проблемой, потому что, всегда можно взять геймпад от предыдущего Xbox, взять элитный первый контроллер Microsoft, который даже лучше, чем геймпад, который идет в комплекте. В общем, если вам интересно, привык ли я за это время к этому геймпаду? Нет, он все равно меня немножко коробит. И это все-таки, я считаю, косяк. What's wrong with Dave? They've had a few problems. What
kind of problems? That kind of. Хорошая новость заключается в том, что, наверное, на этом косяки консоли почти заканчиваются. Я вот после того, как записал анбоксинг, в первый день сел и просто до 5 утра ковырялся в ней, и тогда в Твиттере я в 5 утра только написал, что ну все, Xbox Series X охрененная консоль. Первое, что ты видишь, когда включаешь консоль, это большую иконку Xbox Game Pass. И, естественно, немедленно нажимаешь на нее. У меня подписка, естественно, была. И вот это очень интересное ощущение, да, Microsoft, ну, не секрет, всячески продвигает Xbox Game Pass, это их видение будущего, и на самом деле Xbox Series X здесь только этап. Понятно, что это делается для будущего, грядущего облачного гейминга, у них для этого есть Project X Cloud, и, конечно, Xbox Game Pass — это главная стратегия Microsoft, именно под нее Майкам дали 7 миллиардов на покупку Bethesda со всеми играми. Это инвестиции в будущее, где будут воевать в первую очередь сервисы и воевать в том числе за эксклюзивы. А Microsoft вот самым таким прямым, уверенным шагом идет к концепции Netflix для игр. И Xbox Game Pass — это первое, что ты видишь на Series X. Ты туда заходишь, видишь, что у тебя огромная библиотека игр разных поколений, начиная там с Xbox 360, и происходит очень интересный эффект. Ты начинаешь ее листать и такой: о, а это я в свое время не прошел, это не посмотрел, о, Mass Effect, может быть, я в него поиграю, или, вот, Brutal Legend, офигенная игра была, или давай вот Grim Fandango или Full Throttle поставлю, и ты начинаешь практически сразу заполнять свою консоль, начинаешь вот так вот все качать и ностальгировать. Происходит что-то вот сродни покупки, да, там, нового компьютера, когда ты много лет не апгрейдился, потом апгрейдился и хочешь посмотреть, как работают старые игры. В геймпассе есть и новые, естественно, проекты Microsoft, и отличная библиотека старых. И это действительно фича консоли. Почему? Потому что, ну, обычно ты покупаешь консоль, у тебя есть стартовая линейка, худо-бедная, и хорошо, если есть там обратная совместимость, но в целом играть тебе нечего. Здесь у тебя вот это есть ощущение, то, что это Xbox, такая коробка, в которой дохренище игр. Microsoft, даю подсказку, кладете Game Pass в комплект и, в общем-то, выпускаете чуть дороже Xbox с надписью «больше 100 игр в комплекте». И все родители, не сильно шарящие в России, будут покупать ее так же, как когда-то покупали китайские Sega и Denty с сотнями игр в комплекте, как писалось на коробке. И это всегда на такую несоображающую публику круто работало. Я прекрасно помню свое детство, когда мне не хотели покупать Nintendo, Super Nintendo, потому что к ним нужно было покупать картриджи. А когда на коробке было написано «дохренище игр в комплекте включено», тут вот на родителей это и срабатывало. Правда, потом они узнали, что через год нужно продлять подписку, но это не так важно. Но в целом это такое первое позитивное впечатление, которое дает консоль. То, что даже если у тебя нет библиотеки Xbox, ты в принципе ее очень быстро заполняешь, да, если вы подписываешь на Game Pass. Начинаешь качать, смотреть, как твои там старые игры выглядят, которые, может быть, те, в которые ты не мог сыграть или пропустил, и бах, тебе уже есть чем развлекаться. И я, в общем-то, сходу накачал много как новых игр, так и старых, и стал их запускать. И тут вот пришло это самое чувство некстгена, то что я действительно перехожу в какую-то новую эпоху, где консоли уже не будут прежними. Практически все игры, которые я запускал, грузились мгновенно. То есть ты не успел вообще ничего сделать, бах, у тебя игра уже запустилась. Ты привык, что между роликами есть какая-то пауза с переходом, да, там, в игру, еще чем-то, нету их. У тебя даже ощущение, что темп повествования в играх стал быстрее. Я думаю, даже сами разработчики, когда там уже свои вышедшие игры запускали и адаптировали под Xbox Series X и запускали на консоли, я думаю, они охреневали, потому что, игры проигрываются немножко не так, как они задумывались, более так, что ли, динамично. И это такое абсолютно новое next-gen ощущение. Xbox Series X работает быстрее, чем игры на ПК. Здесь, например, даже Watch Dogs Legion, его еще не заапдейтили на данный момент для Series X, 10 ноября заапдейтят, но даже вот в своей базовой версии он грузится быстрее, чем на моем компьютере. При том, что он еще не оптимизирован. А всякие там думы, рейджи, вообще во что я не тыкал,
оно летает просто вот моментально. Единственным исключением был Gears 5, ну там, видимо, такая достаточно тяжелая игра, почему-то достаточно долго она соображала на загрузке, но, конечно, быстрее, чем на обычном Xbox One X. It'll be fine. Следующая такая Next Gen фича — это то, что ты можешь запускать несколько игр одновременно. Она называется Xbox Quick Resume. Нужно, кстати, знать, что с консолью идет терабайтный винт, но только там 800 гигабайт доступно пользователю, потому что остальное как раз отводится под систему и в том числе под кэш для вот этой функции Xbox Quick Resume. Заключается она в том, что вы действительно очень быстро можете переключаться между играми. У вас был запущен Doom, вы переключились на Rage, буквально несколько секунд уже отображается меню, еще чуть-чуть подождете, и, в общем-то, игра активна. А в некоторые игры вообще моментальный перескок происходит. К сожалению, пока что на данный момент у нас еще не наступило 10 ноября, еще все дорабатывается, патчится, но могу сказать, что пока что Quick Resume далеко не везде всегда гладко работает. Поэтому фича определенно крутая, но вот в данный момент еще сыровато, и хотелось бы, конечно, выбор иметь, включать ее или не включать. Пока что все-таки лучше игры закрывать, но надеюсь, к тому моменту, когда решившие купить получат консоль, таких проблем уже не будет. Ну и настало время ответить на будоражащий многих вопрос, как же она греется, насколько она шумная. И на самом деле ответ простой, ничего особо она не греется и не особо не шумит. Вот она сейчас работает, вот сейчас на ней в игры играли. Чуть-чуть слабо, теплый воздух сверху выходит, шума вот никакого. Возможно, в будущем появятся какие-нибудь особо злые игры, которые будут заставлять Xbox попотеть, но вот пока этого не произошло. Скорее дело в том, что это просто очень умно спроектированная консоль. Meet the new Jack. When the hell did you have time to build this? When did I have time to build this? This is what I do. I sit here making stuff you guys don't appreciate and inevitably break. Ну а теперь настало время поговорить о новом интерфейсе Xbox. Ведь не могли же Microsoft налажать в очередной раз с интерфейсом, как они делали все предыдущие годы? Или могли? Кликайте и узнаете, но прежде чем вы это сделаете, не забудьте лайк и коммент какой-нибудь написать с благодарочкой. Увидимся через несколько секунд. Чисто подсказываю. Нажимаешь на иконку слева и смотришь про распаковку. Справа про интерфейс. А внизу вообще PlayStation 5 показывают. Только Sony мешает иногда. У меня все, а ты нажимай давай.